дискотек, это что-то вообще. Дети из разных уголков мира. Так, приехала я погулять по Гурзуфу. Слушайте, так удачно доехала. Значит, приезжаю я на автостанцию Ялты. Стоит девушка, я у нее спрашиваю, вы не знаете, как проще доехать до Гурзуфа? На этой стороне или на той перейти? Она говорит, я тоже еду в Гурзуф, пойдемте со мной. Мы подходим, там маршрутка. Маршрутка уже набилась людьми, полная. Она говорит, так, а места есть на маршрутку? Ей говорят, не, нету. Она, ну, следующая через 40 минут, говорит, я еду на машине, хотите со мной? Я говорю, да, хочу. Она вызывает, значит, такси. 500 рублей такси до Гурзуфа стоит. Мы с ней по 250 рублей заплатили и поехали. Я с ней познакомилась. Она оказалась еще и гидом. Представляете, она ведет экскурсии и по Ялте, и по Гурзуфу. В общем, еще оказалась она экскурсоводом, оставила мне мой номер телефона. Поэтому, кто хочет, есть хороший экскурсовод, такая девушка приятная, Света. Сама она с Гурзуфа, живет в Гурзуфе. Тоже все мне рассказала, объяснила, куда можно сходить, что посмотреть, там, куда подняться. Ну, такая интересная девушка, такая общительная, вообще потрясающая. Мы с ней так мило побеседовали. Доехала я до Гурзуфа. Погода шикарная, но все-таки, ребята, по всей видимости, наверное, все-таки действительно минус 4. Сейчас я посмотрю, если где-то увижу температуру, потому что, смотрю, кошачья вода была налита для кошки, вода застыла в лед, поэтому, значит, наверное, минус, но почему-то не ощущается этого минуса. Но сейчас вот возле моря я уже почувствовала, сейчас одену шапку, потому что все-таки возле моря уже чувствуется, а в центре Ялты вообще не почувствовала я, что прохладно. Солнышко припекает, так хорошо. Сейчас иду по улице, как называется эта улица? Гурзуфская. Гурзуфская улица называется? А, Ленинградская, вот. Улица Ленинградская называется. На ней снималось очень много фильмов. Сейчас будем идти обратно, я еще раз пройду по ней. Пройду, покажу вам. Как все атмосферненько, людей нет, не сезон, кайф. Кайф. Сейчас буду выходить на набережную. Надо застегнуть курточку, одеть шапочку, чтобы мне было комфортно и чудесно. Ой, солнце такое светит. Очки одеть. Ну, тут, как обычно, куча котов. Боже мой, куда ни посмотришь, голуби, коты, везде, как обычно в Крыму. Такие спуски. Буду сегодня гулять, в общем, по Гурзуфу я до вечера. И вечером я уже не переживаю. Света мне говорит, Маш, ты не переживай. Не успеешь на последнюю маршрутку. Сядешь за 500 рублей на такси и приедешь как королева. Я говорю, это действительно, господи, а что, каждый день, что ли, ездил? В Гурзуфе была я последний раз 2 года назад. Сегодня такая классная погода, я думаю, ну, не хочется мне терять вот так вот день. Просто, ну, не хочется. Так, я сейчас спускаюсь. Так, переулок Ленинградский. Не захотела терять день просто так. Ну, по Ялте, думаю, уже гуляю 7 дней по Ялте. Что-то Сашка мне говорит, поедь в Алушту сегодня, прогуляйся по Алуште. Ну, думаю, а в Алушту ехать 1,5 часа было мне с Ялты. 1,5 часа где-то ехать в Алушту. Ну, и в Алушту, чтобы ехать, нужно на целый день с утра. С утречка. А так как Маша пока выспится, я вам пока проснулась, пока вчерашний ролик отмонтировала, пока со всеми созвонилась, обзвонилась, уже 12 час. Все, ну я смотрю, это на море шторм, я так сверху посмотрела, прям штормит капитально. Народ гуляет. Слушайте, когда вот так по Гурзуфу по зимнему пройтись, да? Когда ты так пройдешься без туристов? Вот тут вот все сувениры, сладости продают летом. Мы обычно приезжаем в октябре, и в апреле мы еще приезжаем, бывает. Или в Ялту. Но в феврале ни разу, ребята. Первый раз в феврале. Так, все, море уже вышло. Сейчас, ребятки, утеплюсь. Я сейчас тут вот достану. Утеплюсь, застегнусь и пойдем на набережную. Ветерок прохладный, конечно. Но солнечно, чудесно. Посмотрите, какая погода. Класс. Супер. Будем дышать морским зимним морем. Видите, набережная ждет вас. Давайте вот сюда поднимемся. Это для кафе такие сделаны. Видите, летом здесь столики, очень все красиво, уютно, с видом на море. Сейчас пойдем посмотрим Гурзуфский пляж. Раздевалки, зимуют коты. Ждете туристов, да? Лето ждешь? Рыжик. Кс-кс. Рыжик. Кс-кс. Смотрит. Думает,
что ты хочешь? Я на солнышке лежу. Иди мимо, гуляй, тетя. Дача Чехова. Не, ну в Гурзуфе пляжи, конечно, потрясающие, ничего не скажешь, шикарные. Ого, булыжники какие, смотрите. Здесь уже совсем немножко по-другому, не так, как в Ялте. В Ялте прям такая галька крупная-крупная. Здесь как-то, видите, с песочком. Есть такие места, где вот прям такой, хоть он и крупный, но это песок. Видишь, летом тут столики ставят, люди сидят, шикарно. Сцена, пожалуйста, тебе. Опа. Такой накат, да, шикарный. Я его называю океанический. Океанический берег, как океан. У океана вот такой накат. Вот у нас в бухте нет такого наката в Черноморске. Никогда не бывает, но только когда очень сильный шторм. А здесь, видите, как на ЮБК волнорезы стоят, потому что тут может поразбивать всю набережную. Сейчас спустимся там дальше. Вот, проехал полчаса, уже совсем другая природа, другой пляж. Прелесть. А здесь пир горой. Рыбные головы, хвосты. Ты посмотри. От кефали. Ой, конечно, вкуснятина такая. Видите, я в Гурзуф поехала сегодня, а Света, эта девочка, экскурсовод, она в Ялту утром приезжала. Она говорит, я наоборот в Ялту поехала, по Ялте погулять. Полдня до обеда, говорит, время свободное было, поехала погулять. Уже потрясающая погода. Здесь голубей столько. Очень многие люди обожают Гурзуф. Очень большой здесь пляж, конечно. Ну, на любителя галька. Видите, сейчас так его намело. Вот смотрите, прям как он буграми, такими буграми. Летом его разравнивают, он более поровнее, потому что сейчас шторма. Я вообще не представляю, если бы этих волнорезов не было. Тут бы эту набережную уже разбило 10 раз. Все-таки благодаря таким волнорезам как-то чуть-чуть и то такие груды камней собирают в кучу. Представляете, какие здесь шторма бывают? Это если сегодня еще вроде бы не шторм и такой накат. Пошлите, спустимся. Даже в Ялте такого шторма нет сегодня. Это, конечно, с детками, да, очень, ну, как бы, с детками балдеют от Тарханкута. В Черноморск приезжать с детьми шикарно. Здесь немножечко проблематично, конечно, но на любителя. Булыжник капитальный, вы посмотрите, нормально? Ребята, ну нормально размер. Ну,
Некоторые любят, говорят, нам лучше камень, зато песок не метет. А я люблю песок. Я просто кайфую, когда я на песок ложусь, и мне надо вот руками вот этот песок. Я лучше приду и в душе помоюсь после моря, но я кайфую от песка. Я люблю заход в море, понимаете, с песочком. Здесь тоже, конечно, шикарно по-своему. Иногда хочется такого, иногда песка. Я говорю, чем Крым уникальный, ой, аккуратно, аккуратно мне. Чем Крым уникальный, тем, что природа такая, на любой вкус, пожалуйста. 2 часа езды, ты в другом Крыму. Вы видели? Не намокла. Слушайте, я в шоке. Как резко. Надо чуть отойти. Вовремя убежала. Вы представляете? Ничего себе! Вот это да! Вот это да! Адреналинчик! Я пока в камеру смотрю, ровненько горизонт выставила, чтобы вам было приятно смотреть. Море тут. И все, я только отбежала, оно успокоилось. Видите? Ах ты такое! Балуется со мной. Балуется. Вы представляете, как оно намело, какую высоту аж сюда, ого. Это волны аж до сюда, вот это ж волна шла. Вот где я сейчас иду, это все была волна. Представляете? Вон оно аж как прям, смотрите, каким оно напором. Такую груду камней. Думаю, откуда они все пилят, 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 пилят? Откуда этот звук, не могу понять. А они вот здесь вот разбирают это здание. Видите, прямо на берегу моря. Какое-то старое, вон они окна эти старые все вытаскивают, видите? Реконструкция будет. Он уже без окон, без дверей. Вот делать красоту. Может, кто-то купил, может, в рамках государственных программ каких-то. Видите, старье убирают. Правильно, реконструируйте. Делайте у нас в Крыму красоту. Видите, здание какого-то года, прям не знаю какого, но архитектура такая интересная. Может, не знаю, 19 века, может, 20 уже. Прогулялась, подышала воздухом, посидела. Всем позвонила из Гурзуфа. Совместила приятное с полезным. И морем подышала, по Гурзуфу прогулялась, родным позвонила. Шикарно. Все, пойду еще прогуляюсь сейчас по городочку. Вот видите, Гурзуф, в принципе, пустой зимой. Такой же, как и Черноморск. И вообще все маленькие городочки, кроме Ялты, зимой вот такие вот маленькие. Ну, в Евпатории еще много людей, там очень много санаториев. Очень много санаториев, конечно. Вот Евпатория, Ялта. Это туда, куда постоянно круглый год ездят в санатории люди. А так, в основном, конечно... Ну, весь движ, наверное, в Ялте. Вот вы спрашиваете, что вы в Ялту едете, а что там не пойдете в Гурзуф, потом в Семиис. Вот везде вот такая вот атмосфера, везде пусто. Потому что это очень маленькие поселочки, это только жизнь здесь только летом. Зимой здесь вот размеренно, видите, все закрыто. Многие люди приезжают сюда работать, а на зиму уезжают с разных уголков России. Берут в аренду что-то и работают. Поэтому в Ялте, конечно, сконцентрирована жизнь. Это как бы такой, знаете, центр, туристический центр Крыма. Это понятное дело.
очень много санаториев. Ну, и также в Саках много санаториев, в Евпатории. Ну, в Ялте набережная большая, все-таки по размеру он побольше. Городок. Летом здесь очень много людей. Очень любят художники здесь располагаться. Я думаю, вы видели, да? Вот прям на этой тропинке стоят художники. Смотрят на вот эти пейзажи, вдохновляются и рисуют. Вот видите, как люди живут. Прям выход на верандочку такую на море. Везде пилят, сверлят. Я там шла, пилят, сверлят. Здесь тоже все готовятся к сезону. Улица Чехова. Видите, какие тропы, тропиночки, вот эти проулочки все. Морька блестит. Ой, и тут сверлят, стучат. Вот сколько иду, везде сверлят, стучат. Вот кто-то летом отдыхает, видите, сидит под такими навесами. Желтенькими столики, стульчики с видом вот таким на море. На Черное море. И на Гурзуф. Тропиночки такие, классные кактусики, розы. Это все розы летом цветут. Это дорожка к даче Чехова. Мы в октябре приезжали, так здесь прям вообще столько стоит, прям они приходят рисовать. Художники, прям один художник, второй, третий, четвертый. Вот они прям рисуют, каждый выбирает свой ракурс, кто-то горы рисует. И вот у них именно идешь, так интересно смотреть, у них прям нарисован вот этот пейзаж, который ты перед собой видишь. Но каждый видит его по-своему, так интересно. У каждого своя тактика рисунка, своя вот эта вот. Кто-то маслом рисует, кто-то такими мазками, прям у них же разные техники. И вот люди прям стоят, и человек рисует, представь, он в творческом порыве находится, у него вдохновение, а куча туристов сзади за спиной стоят и смотрят, как он рисует. А его вообще это не трогает, он рисует. Я просто так удивлена была, думаю, надо же, некоторым для творчества нужно как-то уединение, а некоторые вот так вот приходят, и человек сам в себе, человек в дзене живет, понимаете? Чудесно. Ой, посмотрите, какие старые постройки. Какого года оно все. Так атмосферненько, интересно смотреть. В этом чувствуется, знаете, вот в этих вот старинных постройках жизнь какая-то чувствуется. Потому что когда смотришь на новые микрорайоны, ну, красиво, но как-то, знаете, вот это как... Это можно сравнить, или ты руками что-то сделал, или в китайское купил заводское. Поэтому, когда это вот... Видите, такие вот домики. Представляешь сразу, кто здесь жил, как раньше здесь было. Этажи, этажи, этажи. Сдам жилье, сдам жилье, сдам жилье. Тут все такие подъемчики. Видите, какая у них тут стоянка. Сейчас посмотрим. Ни разу сюда не заходила. Ни разу, ребята. Что здесь вообще? Какие-то дворы, как тупиковые, что ли? Кактус какой красивый. Тут что-то... А, голубятня здесь. Видите, какой кактус. Да, здесь вот люди живут. Частный сектор. Ну и как же тут без котов? Кс-кс-кс. Такими бандами они тут, ой, зимуют. Ой, и тут еще. Вот это да. Алло? Я позвонила Лене Пивасовой, сказала, что там где-то закрыли стройку, говорю. Сейчас же Григоваля разбирается. Вот когда они пишут, например, продам квартиру на земле, вы должны понимать, что это вот такое. Вот видите, где белая дверь? Вот типа такого у вас будет. Продам квартиру на земле. Или вот это тоже. Продам квартиру на земле. У них это квартира, ребята, да. Да. Если для вас квартира это в каком-то новом доме многоэтажном, то для Крыма
для горного. Вот что такое квартира на земле. Вот так вы это все будете видеть. Поэтому слово квартира у них подразумевается вот такие строения. Так, ну что, еще туда вниз пройти немножко. Ну там, по-моему, дача Чехова, все, я уже там была, вниз спускалась. Ну, сейчас спущусь, пойду по ступенькам. Ну, здесь такое место, прям как лето вообще, так тепло. Такой закуточек, чудо. Чудесный закуток. Улица Чехова. И Чехов, вон дача, вон впереди дача Чехова. Конечно, он жил с таким видом. Можно было писать, творчеством заниматься, наслаждаться жизнью. Он болел, ему такой воздух подходил. Многим, конечно, он подходит, у кого заболевания дыхательных путей, это понятное дело. Видите, сейчас деревья без листвы, прям видно море. Музей. Вот видите, он закрыт, наверное, сейчас. Летом открыт. Но она маленькая, эта дачка. Там такая территория, ну, дача у человека была. Но видите, прямо на берегу моря. Выхода в бухту нет, пляжа нет, музей. Улица Чехова. Видите? Дача Чехова. Время с 10 до 18. Стоимость билета 350 рублей. Вот. Там можно посмотреть, как он жил. Вон вход в его дом. Видите, где синяя дверь? Вход в его дом. Начало экскурсии написано. А здесь уже ходы. Давайте здесь тоже пройдем. Да хватит! Такое ощущение, что это не Гурзуфа, а страна котов каких-то. Одни коты кругом. Людей нет, котов больше, чем людей. Вот такими улочками походить, да? Такими пустыми. О боже. Что за разборки? Вот видите, как живут, белье развешивают. Такой домик многоэтажный с видом на море. Ага, тут тупик. Нет, проходик, смотрите. Оп, оп, оп. Видите, все. Двери, двери, двери. Тут тоже что-то жилье. Тут люди живут. И тут люди живут. Друзья мои, и тут люди живут. Видите, как какое-то гетто как будто. Редко где так увидишь. Вот люди живут. Надо же. Ступеньки, ступеньки. Куда я зашла? Как отсюда выйти? Хоть бы не заблудиться. Вот видите, окно на уровне пола. И тут тоже, смотрите. Мне кажется, это еще татарские постройки. А, я ж вышла к этому же месту. Кругом обошла, видите? Не откручивается, да? Подлюка. А может его поднять этим? Попробую. Не получится? Еще хуже. А, там еще проход вверх. Пойдемте. Пока у меня есть время и желание, да, побродить, порассматривать все. Блин, дворы. Вы когда-то ходили по таким дворам? Сейчас походим. Туристы тут летом ходят, видите, тут прям куча туристов летом. Видите, какое жилье?
Ну, атмосферненько, да? Интересно. Вон кровать вместо забора железная. Забор из кроватей. Вот. Гурзуфский стиль. Зато пальмы. Красиво. А летом оно, наверное, все вьюнками незаметно. Ой, и туда еще вверх дороги. Мама дорогая. И туда. И туда. Куда пойти? Вверх пойти. Посмотрите, это что, все жилье? Жилье сдают, жилье сдают. Что у них тут только нет, Олег? Мобильные телефоны нацепили. Давайте вверх поднимемся. Ой. Ой, горный Крым, горный Крым. Все дождями поразбивало. Все вверх и вверх, и вверх, и вверх. Вон тут эти проходы, и проходы, и проходы, и проходы. Что-то кто-то жарит или душ. Смотрите, какой балкончик. Кондиционер, тоже жилье, видите, чье-то. Но я не думаю, что здесь сильно дорого можно поселиться. Мне кажется, недорого. Так, а вот мы и вышли с вами на улицу. Как она сказала? Я забыла, как эта улица называется. На ней фильмы. Столько фильмов на ней снимали. Ну, вот видите, какие у них ходы. Везде вот эти ступеньки, ступеньки. Жилье. Да, вот этот райончик, конечно, вообще не представляю. Как они тут все живут. Наверное, больше летом сдают, я думаю. Потому что здесь тоже в Гурзуфе есть там дальше микрорайон такой прям полноценные многоэтажные дома, дворы, ну такие вот как в городах в обычных. А здесь старая Ялта. Двери какие интересные, да? Ой, приятно погуляла. Хорошая такая прогулочка. Подышала кипарисами, морем. Кардио сделала. Прошлась, походила. Оздоровилась. Еще раз убедилась, что в Крым можно приезжать в любое время года. Сдается жилье. Но имейте в виду, спуски, подъемы здесь, конечно. Вон гора какая. Уже проголодалась. Поеду в Ялту. Красивый собор такой, но он закрыт. Здесь замочек висит, не знаю, закрыт. А может, с другой стороны тоже вход. Сейчас я там обойду, посмотрю. Сейчас вот отсюда маршрутка подъедет, тут где люди стоят, вот женщины. Должна маршрутка подъехать через 10 минут. И поедем в Ялту. Я все на эту гору любуюсь. Какая гора красивая. Такие камни прям вообще. На территории Артека. Это все за забором Артек, Артек, Артек. Пол Гурзуфа здесь Артек занимает. Видите, какая жизнь здесь размеренная. Так, вот
смотришь и думаешь, боже мой, Крым летом и Крым зимой — это две разные страны. Я что-то так, пока жду маршрутку, смотрю вот на эти окна, да? Смотрите, люди, окна на уровне этого тротуара, или как это называется, на уровне дороги просто. Надо же, такие окошечки. Тоже старое здание, видите, такие балкончики. Когда человек живет, вот мне кажется, в своем городе, у него глаз замыливается, он не замечает, где красиво, где некрасиво, где свалка, где что-то такое симпатичное. Вот, а когда ты в новый город приезжаешь, ты прям все замечаешь. Такие рамы. Все замечаешь. Говорят же, у человека глаз замыливается. Даже когда человек живет в своей квартире, например, в своем доме, и вот у него где-нибудь обоина отклеится, и он потом ходит и ее не замечает. Но когда люди приезжают или заходят в твой дом, они прям очень это замечают. Поэтому, конечно, свежим взглядом, как говорят же, надо свежим взглядом посмотреть. Поэтому есть такое выражение. Свежим взглядом. Когда ты здесь не живешь, а ты просто вот приехал и все рассматриваешь, все замечаешь. Тишина такая вообще. Просто мозги отдыхают. Вот я привыкла в Крыму жить, вот я привыкла вот к такой тишине. Поэтому, конечно, меня шум машин, он очень напрягает. Когда я в Симферополе жила, то у меня наоборот, я не могла заснуть. Я домой приезжала к маме, и я не могла заснуть, у меня гул в ушах был от тишины. А сейчас наоборот. На набережной тоже вот эти вот кусты они садят. Прям, ну, где окна ресторанов, видели? Садят вот эти кусты. Хорошо они тут растут. Закричала. А, это не для нас, для учителей. А, мой вот, 131. Так, 63 рубля стоит проезд. Гурзуф, Ялта.